Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет провести с вами ночь любви? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Итак, знаете, вот уже мне начинает нравиться то, что я вижу. По крайней мере, не такая сигнификация, вот как была довольно длительный период у нас. Здесь проигрывается, знаете что? Здесь уже такое более приподнятое настроение. Здесь больше таких вот надежд на будущее. Здесь больше вот именно ориентации на будущее. Если раньше, вот кто смотрит мои расклады, да, у нас были такие довольно мрачные карты, это убитое настроение такое, да, кто-то хотел мириться, ну то есть ориентация была в прошлое, жили прошлым, то сейчас я могу сказать, что да, вы как будто вот прозрели, да, однозначно ситуация болезненная проигрывается, здесь даже не обсуждается, да, здесь был период тяжелый, все, мы не будем этого касаться и повторять в очередной раз. Но опять же, вы смогли вырулить из этого такого сложного периода. И опять же, те, кто сейчас находится в таких энергиях довольно сложных, да, потому что у нас общий расклад, я вам могу сказать, что вы не задержитесь в таких энергиях, вы не задержитесь в депрессии. Я вас могу уверить, заверить, да, утешить, как угодно, что вы справитесь, кто сейчас находится в таких мрачных настроениях, у кого нет сил двигаться, жить дальше, у кого нет желания, у кого апатия, да. То есть у вас этот период однозначно пройдет, вы с этим справитесь. Вы не скатитесь и вы не скатились, в конце концов, тот, кто уже пережил это все. В вашей жизни была императрица, но эта императрица, знаете, которая, она абсолютно не стоит ни ваших страданий, ни ваших слез. Потому что я считаю, что не нужно стыдиться вот этой мужской такой скупой слезы, которую порой вы пускаете. Пусть это будет наедине с самим собой, да, пусть это будет реально такая, пусть одна слезинка, вот, но она будет настолько искренне, вернее, не будет, а была, да. Эта женщина абсолютно не стоит того, чтобы, ну, даже думали, не вспоминали. Да, для кого-то это странно звучит, но уж поверьте, что такой человек, который переступает через других, он недостоин даже вашей, ну я не знаю, даже минутного вашего внимания. Абсолютная ориентация у этой женщины на деньги, туз пентаклей. И этим все сказано. Я знаю, что многие из вас разбираются, хоть немножечко в Таро. Вы прекрасно понимаете, что значит туз пентаклей. Это большие деньги, это материальная зависимость, это подарки. Чем больше, тем лучше. Вот этим жила ваша распрекрасная женщина, о которой вы сейчас, возможно, кто-то убиваетесь. Если кто из вас сейчас еще пребывает в отношениях, да, поскольку у нас общий расклад, мы это все знаем прекрасно, то ваша женщина, ну, она точно такая же, потому что у нас, в общем-то, проигрывается одна и та же ситуация. Это женщина, которая, знаете, она вытащила из вас все, что можно. Она вытащила из вас не только деньги, она вытащила жизненные силы в каком-то смысле, да. Она вытащила желание жить и строить отношения с другими женщинами. Вот вы вроде бы надеетесь, да, на светлое будущее, на то, что все наладится, и на вашей улице перевернется грузовик с пряниками, да. Но, тем не менее, все равно вы как-то активно не действуете. Вы пустили ситуацию на самотек. Вот хоть вы и надеетесь, да, но вы особо не активничаете. Я имею в виду сейчас вот личную жизнь. Потому что здесь есть очень глубокий отпечаток именно от прежних отношений. У кого-то это могут быть даже не одни отношения, а когда человек не один раз травмированный, да, скажем так, но здесь уже совсем печалька.
эти травмы, конечно же, наслаиваются. Вот вы стали больше сомневаться. Вы стали больше сомневаться. И я вам скажу, что вы не показываете, что вам плохо. Да, надежда на светлое будущее есть, но в душе, конечно, периодами скребут кошки. Кошки скребут от того, что как-то вот одиноко бывает, да. Бывает состояние, когда ты приходишь домой, и тебе просто не с кем поговорить. Вот вроде бы банальщина такая, да. Но я не беру во внимание котики и собачки, с которыми вы можете поговорить, но все-таки это не человек. Хотя, конечно же, для кого-то, я понимаю, что вы сейчас можете сказать, что четвероногий друг намного надежней, да, вот, чем человек. Но все равно это немножко не то. Вы понимаете прекрасно, о чем я говорю. Любимый человек, по-настоящему любимый, верный, порядочный, и котики-собачки, но это совершенно две большие разницы. Вы такой человек, который, знаете, вот у вас были по жизни много разных соблазнов. У каждого это будет по-своему, опять же, проигрываться. У кого-то из вас были такие периоды, либо же это были соблазны, вы не повелись на это все, вот именно на рюмку чая. Вас могли соблазнять, да, вот друзья-приятели, вот особенно если есть такие друзья, знакомые, которые любители заглянуть в бутылочку, да, они могли вас приглашать, но вы так очень-очень деликатно как-то отказывались, потому что вы не по этим делам. Вы, несмотря на то, что у вас были довольно сложные периоды в жизни, вы не отступились. Да, я допускаю, что может проиграться у некоторых, опять же, что был период, когда вы тоже заглядывали в рюмку чая, но опять же, это был очень такой, не длительный период. Это был период, когда, уж совсем было плохо. Хотя умом вы прекрасно понимаете, что, вот эта вот рюмочка, она не решает абсолютно ничего. Это так просто, знаете, для успокоения, чтобы забыться, чтобы, просто уснуть и ни о чем не думать, да, не думать, не чувствовать ту боль, которую вы переживали. Но вы справились, вы не скатились, вы не опустились ниже плинтуса, и это уже хорошо, это уже огромнейший ваш плюс. Поэтому, вот смотрите, ребят, женщин как таковых, да, вы вот сами прекрасно видите. Вот была у вас императрица, вы в надежде, что у вас появится она когда-то новая, но тоже это будет императрица. Это будет единственная женщина для вас, потому что, романы вы не приемлете. Вы такой человек, который очень любит постоянство. Вы такой человек, который любит вообще, такой серьезный подход во всем, да? Вы не будете распыляться и попусту тратить свое время на какие-то временные отношения, на романчики. Опять же, конечно же, я прекрасно понимаю, что меня смотрят разные мужчины, да, некоторые из вас там крутят романы, это понятно. Но вот именно мы говорим сейчас о серьезных отношениях. Для вас это важно, у вас это, как угодно назовите, пунктик ваш, это воспитание, это мировоззрение, как угодно можно назвать, но для вас одна единственная женщина должна быть. Когда у вас есть одна женщина, но вам другие просто не нужны. Когда у вас, вернее, смотрите как, вот если уж совсем точно сказать, когда у вас есть одна женщина, с которой у вас все хорошо, когда вы любите и чувствуете, что вы любимы, что вы нужны этой женщине, вы налево, направо, вы никуда не посмотрите. Я даже вам скажу, что я даже более чем уверена в том, что у вас были ситуации, когда, конечно же, другие женщины пытались вас соблазнить, когда вы были вот в браке, в отношениях, да. Были разные ситуации, но вы на это не велись, когда было все хорошо. Напишите в комментариях, были такие моменты у вас или нет. Вы могли еще в старые вот времена, да, вот могли прыгнуть в гречку, да, вот налево, как называют. Всего лишь, может быть, единожды, да, в отношениях. У кого-то, может быть, там пару-тройку раз было. Опять же, это было такой порыв отчаяния. Это порыв был
знаете, это реально был крик души. Вы прыгали направо-налево не потому, что вот хотелось просто изменить, там, потому что вы такой гуляка. Нет, совсем наоборот. Это был порыв отчаяния, потому что вы начали чувствовать, понимать, что своей женщине вы не нужны, что она вас не любит, не ценит, да, чтобы просто хоть как-то отвлечься и хотя бы, ну, хоть чуточку почувствовать себя нужным, пусть другой женщине, но это такой подсознательный инстинкт у вас сработал. Особого удовольствия, я вам скажу, вы даже не получали. Вот те из вас, у кого была, ну, измена, левак, как хотите, вы не получили удовольствия, потому что вы по этим делам не выступаете. У вас, я вам скажу, даже может проиграться та ситуация, когда вот вы вынужденно изменяли когда-то. Это могло на утро, допустим, быть состояние какого-то омерзения, брезгливости, да, вы сами себя ругали, зачем я это сделал, да, вот как я на такое пошел. Ну, то есть это было абсолютно не в удовольствие. Поэтому есть такой момент, как психотравма, здесь стопроцентная. Есть момент такого сомневательства, недоверия, да, вот вы сейчас будете, ну, 100 раз все перепроверять, очень осторожно подходить, и тем более к женщинам. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же маньячка пришла к нам на расклад сегодня, да, которая хочет провести с вами ночь любви. Так... Так. Смотрите, у вас, во-первых, я вам скажу, что от вас идет такая безумнейшая сексуальная энергия. Начнем с этого. Замечали вы это или нет? Возможно, вам женщины вот по жизни говорили, что вот к вам женщин тянет, вы женщинам нравитесь. Другое дело, что вы не очень-то реагируете на женщин, да, особенно вот когда вы в отношениях, здесь к вам хоть не подходи. Смотрите, к нам сегодня пришла женщина, она очень необычная. Вот она необычная в том плане, что, ну, таких у вас точно не было. Хотя вы ее знаете, она входит в круг вашего общения. Помимо того, что она такая женщина-зажигалка, она энерджайзер, она очень активная, она как юная, она моложе вас. Она моложе вас, может выглядеть моложе своих лет, но не 20-летняя девчонка, не путайте и не пугайтесь. Она может периодами быть как-то, вот знаете, ну, то ли какие-то импульсивные, вот у нее такие поступки могут быть. Вот когда с ней люди общаются, они иногда так недоумевают, да, вот что она творит. Особенно, когда она на эмоциях, когда ее вывести вот на эмоции, что-то ей не понравится, да. Она может какие-то не очень такие адекватные поступки совершать. Это женщина, когда вступает в перепалку, да, она не успокоится, пока она не докажет свою правоту, вот пока она, знаете, пока она весь свой пар не выпустит. Она может быть еще, ну, такая, довольно вспыльчивая по характеру. Хотя, в общем-то, на первый взгляд и не скажешь, что она такая. Вот она может быть пай-девочка с виду, но когда вот именно что-то ей не нравится, когда она в такой в кураж, в азарт входит, то здесь «Держите меня, семеро» называется. Эта женщина, она, знаете, она то ли из такой семьи, но не очень благополучной, скажем так, вот произошла, выросла, да. Здесь может проигрываться, что у нее и родители не очень благополучные, и они как-то вот, но они даже ее не воспитывали. Вот она росла, как трава где-то там в поле, да, вот улица ее воспитала, и вот что выросло, то выросло. Вот какой бурьянчик вырос, тот и вырос, да, сорнячок такой. Это женщина, которая много чего повидала на своем веку. Эта женщина меняла многих мужчин. Я не скажу, что она прям такая слабая напередок. Но было много партнеров у нее, опять же, вот как-то серьезных отношений у нее не складывается. Но это еще может идти из ее прошлого, потому что она не видела вот той самой модели поведения, как себя вести с мужчинами.
Вот она не видела абсолютно, как нужно строить серьезные отношения, потому что у нее неблагополучная семья. Здесь либо же ее одна мать растила, либо же это может быть, знаете, еще ситуация, что либо отчим ее воспитывал. Ну вот как-то, знаете, здесь отношения внутри вот именно между родителями были, ну такие хоть держись. Здесь могли быть и вредные привычки, здесь скандалы, конфликты могли быть, рукоприкладство. Ну, то есть она жила и она с детства это все видела. Поэтому она не знает модели поведения, как общаться с мужчинами. Вот этот сорнячок, вот как вырос, так вырос. Да, вот где-то что-то она увидела, услышала, это она и впитала в себя. Поэтому она такая порой не всегда адекватная бывает. Итак, что же она от вас все-таки хочет? Смотрите, довольно интересно. Вот она как-то жила, ну, особо не задумываясь о серьезных отношениях. Ну, не привили ей с детства, что нужно строить семью, да, вот отношения. Она не видела, она не знает, что такое нормальная семья, нормальные отношения. Когда же вот она увидела вас, опять же, вы пересекаетесь в разных местах. Я не буду зацикливаться на одном месте, потому что общий расклад. Кто-то пересекается на работе, кто-то во дворе, может быть, кто-то в магазине, где угодно. Опять же, своя ситуация проиграется. Вы с ней общались, но я не скажу, что вы очень тесно с ней общались. Это больше такое, знаете, ну, дружеское, приятельское такое, ну, это не близкое однозначно отношение. Но глаз она на вас успела положить. Я бы даже сказала, что в вас она скорее даже влюбилась. Вот это такая босячка, такая, ну, хулиганка. Девчонка-хулиганка, вот я люблю называть тогда, хотя она, ну, не со всеми девчонка, просто моложе вас. Вот она реально положила на вас глаз, но она не знает, как ей быть, что ей делать. Она не только хочет как-то вот сблизиться с вами, да, она мечтает именно о той самой ночи любви. Вот ей почему-то сразу кажется, что нужно вас первонаперво затащить в постель, потому что она по-другому не умеет. У нее такая вот модель поведения, да, сразу мужчину уложить в койку. Давайте ради интереса посмотрим, хорошая ли она любовница, если на то пошло. Ух ты! Мужчины у нее были разных возрастов. Она довольно неплохая любовница. Она относится к женщинам, у которых голова никогда не болит. Она умеет, знаете, вот она научилась по жизни, опять же от всех своих мужчин-партнеров, она научилась прислушиваться вот именно к желаниям мужчин. Она вот такая стала, когда ей нравится мужчина, она старается ему угождать, потому что это, ну, уже просто на инстинктивном уровне срабатывает. Вот она старается угождать, и она умеет слушать и слышать. Это немаловажно. Она довольно неплохая любовница, потому что у нее было много мужчин, голова никогда не болит, как я уже сказала. Она имеет, ну, довольно такой сильный темперамент. Знаете, вот есть у каждого человека свой темперамент, своя половая конституция, да, кому-то нужно раз в месяц, достаточно интима, а кому-то нужно 5 раз в день. Кстати, напишите, сколько раз вам нужно, ребятушки. Такой у нас будет сегодня необычный опрос. Вот сколько вам нужно в неделю, допустим, да? Это женщина, которая довольно умелая, она темпераментная, она любит эксперименты. Это женщина, которая, ну, она во всем любит разнообразие. Такое разнообразие до безобразия. С этой женщиной точно не соскучишься, потому что она, помимо того, что она такая вспыльчивая, импульсивная, с ней может быть яркий интим. Мужчины, которые у нее были, они, в принципе, они держались рядом с ней именно из-за интима. Просто они ей становились через какой-то момент уже неинтересны, и она шла дальше, она завязывала новые такие легкие отношения. Но, тем не менее, вот она, как любой нормальный человек, как бы там ни было, какая бы она там ни была, там слабая напередок и так далее. Вот ей все равно хочется любви, вот по тузу кубков. Она, знаете, осознанно или неосознанно, она все равно
как будто вот находится в поиске, в таком пассивном поиске, да. Может быть, она даже сама не очень понимает, что она все-таки ищет любовь. У нас туз кубков выпал. Она очень хочет любви, она ищет любви. Вот она на вас глаз положила. Что у вас может с ней быть? Давайте посмотрим. Я представляю, в шоке по колено вы будете. Смотрите, я вам скажу, что вы еще можете влюбиться в нее. Но опять же, вы боитесь, что, вернее, будете бояться, да, на будущее мы смотрим. Вы будете бояться, что она разобьет вам сердце, потому что, ну, слухами земля тешится. Вы все-таки узнаете, да, вот как-то сплетни, слухи, вот дойдет до вас, что у нее было много мужчин, вас это довольно сильно насторожит, испугает. Да, вы можете пороманить с ней, кто хочет, но опять же, да, что называется, предохраняемся, ребятушки, потому что дама Крим и Рим прошла, здесь могут быть много неприятных сюрпризов. Но, опять же, можете в нее влюбиться. Вот она настолько такая необычная, она экстраординарная какая-то, она не такая, как все, не по шаблону. Вот знаете, у нас много женщин именно по шаблону, да, вот силиконовые девочки вот эти, которые одинаково себя ведут, одинаковые губы себе, вот эти губы, да, они мне вантуз напоминают, да, вот как засосет и рот, и нос сразу. Но это не про нее сразу говорю. Это женщина, которая способна в себя влюбить, причем она даже сексом может взять. Вот такая женщина, она может взять не внешностью, она может взять именно, ну, такими вот своими акробатическими способностями. Поэтому есть большая вероятность, что вы в нее влюбитесь. Естественно, это пересечет в отношения, да. Ну, семейной карты я пока не вижу, но серьезные такие длительные отношения могут быть с этой такой девчонкой-хулиганкой и акробаткой в постели. Но опять же, ребят, не опускаем руки, потому что я знаю, вы многие можете сказать, что, ну, либо же написать, что уже вам много лет, вы не потянете, зачем она мне нужна. Но просто поверьте, есть такие женщины, которые источают, ну, такую энергетику сумасшедшую, которые даже, ну, извините, и ваших мертвых бобиков могут поднять. Вот без обид, да? Это еще зависит и от женщины, и от той же вот женской энергетики, да, от того, как она вас заведет, от ее способностей. Почему довольно часто бывает, вот особенно это в проблемных отношениях, да, вот как мужчины говорят часто, вот когда уже жена опостылила, да, когда это нелюбимая женщина, ну, грубо говоря, что все, у меня на нее не стоит. Когда появляется новая женщина, это новый адреналин, новые ощущения, новые эмоции, да там еще ого-го, там фору молодым можно дать. Поэтому, кто хочет, дерзайте, ребятушки, тренируем бобиков, как всегда. Вы не забывайте их тренировать, а как уже будете тренировать, не знаю, кто-то палку будет кидать, да, бобик фас, бобик лежать, бобик встать, да, и смех, и грех, честное слово. Ну ладно, пошутили, информацию вам передала, настрой на позитив, как всегда, и ждем свою девчонку-хулиганку. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!